Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем подсказки карт. И личная жизнь, безусловно, это и любовь, это эмпатия, это чувственность и чувства, это забота друг о друге. Но еще личная жизнь – это наши достижения. Это вопросы дома, денег, наша самореализация и, конечно, наши планы на будущее, 2025 год. И энергия этого года призывает нас привести в полный баланс вот эти все направления. Мудрость, гибкость и дипломатия. Это все то, что вы имеете, чем вы обладаете, я могу с уверенностью сказать, в совершенстве. Это будет как основные союзники в 2025 году. А вот внешние события, обстоятельства, какие-то новости нас могут или ставить в тупик, нас могут где-то и разочаровывать, или удивлять. Поэтому будет важно сохранить центр своего благополучия, мои дорогие, или создать его, если таково еще пока не имеется, в соответствии и с нашими желаниями, и с теми возможностями, которые мы имеем. И у нас сегодня две колоды карт. Обе колоды – это ангелы. Таро поддержки патронажа ангелов и оракул ангелов. Ангелы сердца, так он называется. И советы дает этот оракул, прописанные не в нем, но действительно как знаки судьбы. И мы 4 карты достанем из этой колоды. Но начнем мы с колоды Таро. И первый наш вопрос, и первая карта будет называться «Ваше настроение» или «Общий фон энергии», как видит колода Таро, для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. По части, конечно, личной жизни. Первая карта. Вторая карта хочу назвать, что вам идет в руки, или что вам способствует, или что вам будет помогать, что вас будет радовать. Позитивные моменты. Отношение партнера к вам. Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? И возможные сюрпризы. И 4 карты, как я говорила, на оракуле. Первую карту мы назовем «Что важно знать», что нужно знать или принять во внимание в течение 2025 года. А дальше по направлению энергии. Энергия любви и знаки судьбы. Знаки судьбы – энергия дома. И 4-я карта – энергия денег и ваших достижений. Все важно. Итак, что же по части настроения? Праздник, мои дорогие, правда? Но какие-то радостные события. Вообще много будет, может быть, перемен в социуме или в отношениях, которыми, ну, вот с теми людьми, с которыми вы контактируете. Может быть, буквально в вашей жизни будут счастливые праздники, когда что-то вам придется отмечать. Это может быть об этом. И есть такой момент, что для кого-то это... Ну, какую-то коллаборацию, может быть, вы создадите. Для кого-то это может означать, если вы занимаетесь бизнесом, скорее всего, будет та радость, как праздник, можно сказать. Потому что есть такая, бытует, по крайней мере, поговорка: в бизнесе не бывает выходных, случаются праздники. Поэтому вот для бизнеса, для ваших достижений, просто даже не обязательно это конкретный какой-то бизнес, а может быть на условиях начинания ваше личное дело, развитие вашего творчества, монетизация вашего хобби. Будет праздник, мои дорогие, будет какое-то продвижение, будет много общения и будет много легкости в общении. Может быть, и на подъем вы будете точно так же легки. Вам самим захочется, вот какие энергии будут господствовать. Вам где-то хочется и драйва, и праздника, и приятного именно общения. Вы будете или можете где-то так перефильтровывать, пересматривать тех людей, с кем вы находитесь сейчас в контактах, и насколько вы готовы продолжать какие-то взаимоотношения, или, может быть, по части дружбы вы тут тоже что-то можете пересмотреть. Но, по крайней мере, если мы говорим настроение ожидается хорошее. Что же вам идет в руки, что вам помогает, что вас радует?
Ваш выход на авансцену, мои дорогие рыбы и рыбки. Карта харизматичного лидера. И вас это радует. И обратите внимание, может быть, какой-то прежний период вы вынуждены были доказывать как свою экспертность в каком-то вопросе. Все же жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, и учеба у кого-то. И вам вот эту позицию в обществе или ваш статус приходилось многократно подтверждать. То здесь уже харизматика ваша, она будет и помогать, и как-то влиять на всех остальных волшебным образом, когда лидера признают. Но по части, если мы говорим дела, ваше самовыражение или то, что вы хотите достичь, или каких денег, каких финансовых высот хотите, опять же, и достичь, и закрепить, у вас здесь тоже будет что-то получаться. И больше в контексте, когда мы работаем меньше, а вот эквивалент денежный больше. Потому что все же по этой карте, обратите внимание, наш король стоит, он ничего не делает, никуда не торопится, но он отдает указания, ведь он лидер. Поэтому вот какая-то смена парадигмы, и даже если вы, мои дорогие рыбы и рыбки, были на вторых ролях, вот нет, а теперь выход на авансцену. И это вам помогает. Вы, наверное, основная задача не раствориться где-то в обществе, в пространстве или среди каких-то знакомых, или, может быть, тем даже, пусть это касается работы, а именно продвигать что-то свое. Или о себе заявить, построить карьеру. Или какой-то свой план осуществить. И если вы словно выходите на тропу собственных достижений, вам будет откликаться пространство, время, вселенная, добрые энергии, мои дорогие. И может быть вполне в последующем, даже с заходом где-то на 2026 год, когда окончательно планета Нептун оставит ваш знак зодиака, она уже будет делать реверансы в знак Овен. Это будет период, когда с конца марта и по 22 октября Нептун оставит ваш знак и перейдет в знак зодиака Овен. Больше решимости. Овен – это олицетворение жизненной силы, активности, и вот вам это будет где-то во благо. То, что вы не решались сделать прежде, здесь вы точно будете знать свое направление. И окончательно перейдет в Овен аж по 38 год. Нептун, планета ваша, управитель, уже с 26 года. Поэтому на долгий период времени ваше самовыражение – это тема номер раз. Или, может быть, ваш статус. Вот такие энергии где-то будут меняться просто очень символично. Жезлы, именно король жезлов выпадает. И неважно, мы не рассматриваем карту по полу. Неважно, кто меня смотрит, девочки, ну или мужчины. Это вот эти энергии харизматичные, они будут вас преобладать. Они вас, может быть, побуждать будут начать новое дело, начать новые отношения или пересмотреть прежний какой-то союз. Может быть, и завершить какие-то, закрыть гештальты, и тогда будет праздник. Правда, за 2025 год вы можете сделать квантовый скачок. Отношение партнера к вам. Но вообще-то это все то, что я только что говорила. Переложите это все на партнера. Партнер вас будет признавать, мои дорогие, персону как лидера. И это карта самодостаточного человека. И вот он видит также вас. Может быть, и партнер, кстати, у вас будет точно такой же, который, ну, ему не будет лишнее, как вопросы заработков или личных достижений. Я не могу сказать, что только чувственность его интересует, безусловно, нет. По этой карте, когда мы вообще остаемся довольны, и вы остаетесь довольны, и партнер остается доволен. По этой карте словно жизнь, люкс, мои дорогие. Я понимаю, мы все абсолютно разные, перекладывайте на себя. Но то, что успешные какие-то взаимоотношения могут быть, и даже в теперешних парах, которые, может быть, я допускаю, были какие-то нестыковки. Вы, с одной стороны, можете проговорить какие-то важные темы друг с другом, может быть, решить что-то основополагающее и продолжить отношения. Но а для кого-то все же эта карта может говорить и так, мои дорогие, вы ударитесь буквально, с головой уйдете в сферу достижений, когда у вас все будет получаться. И здесь будет происходить и смена статуса, и где-то заработки пойдут в гору.
Может быть, вы начнете какой-то или разовьете до новых высот свое личное дело, личное творчество или бизнес. Здесь все же деньги, они присутствуют. Но нам показан человек, который уже чего-то добился. Поэтому, мои дорогие, вы действительно чего-то добиваетесь. И это лидерство признает даже ваш партнер. Будет ли новое знакомство? Не самая оптимистичная на новое знакомство карта четверка воды. Но знакомство может быть, конечно, неоднозначно. Обратите внимание, 3 пустых чаши стоят перед человеком. А полная, словно с крыльями, витает над головой. Но человек не видит, потому что он буквально смотрит на 3 пустые. Вот по этой карте идет то значение, когда мы смотрим не в том направлении. Поэтому человек новый может появиться, но он, скорее всего, будет из другого словно общества. Может быть, из другого социума. И для вас еще этот процесс нужно каким-то образом либо рассмотреть, либо организовать. Потому что если мы ничего не меняем, если мы не расширяем ни наш кругозор, ни горизонт, ни наши контакты, откуда же взяться тогда вот этому человеку? Вот напрямую вопрос. Давайте я дополню. Будет ли новое знакомство для рыб и рыбок? Ну, конечно. Но вы будете снова на выборе. Но вообще в этой колоде карты, это старший аркан, сами по себе отношения. Есть, конечно, и выбор, и есть, конечно, эмоции. Но в этой колоде карта 2 любящих людей. Вот где-то нам говорит карта на отношение партнера к вам. И я озвучила, что и человек где-то не лишен желания либо зарабатывать, либо строить свое личное дело. То есть у него есть какие-то амбиции. И это нормально, я бы даже сказала, это очень хорошо. И, может быть, и у человека где-то стоит этот выбор. И у вас тоже где-то будет выбор, как разорваться между областью чувств и сферой заработков. Но, видимо, вот этот выбор, соединить все в единый красивый узор, вот такая будет для вас задача. И будь то это новые отношения, или будь то это прежние какие-то отношения, вам важно смотреть в одном направлении. Давайте я еще одну карту. Будет ли новое знакомство? Но опять же карта и говорит, дополняя вот эту 4 кубков. Я сказала, первая причина, наверное, для того, чтобы встретить или не встретить человека, это когда мы уставились в одном направлении, в то, что проиграно. Или когда мы сами себе, ведь это карта апатии, когда мы даже развернуться не хотим и увидеть не хотим, потому что прежняя какая-то кривая история запала нам в душу, и нам кажется, ну вот теперь будет только так и повторяться. А 7 воды нам опять говорит о выборе. Вот конкретно прописан выбор. И здесь шальте, и здесь шальте. Вот какой-то выбор вы делаете, и по 7 вам нужно всего-то навсего открыть эту витрину и выбрать кубок. Мои дорогие, может быть, у кого-то много знакомств будет, ведь где-то праздник. И будет выбор между партнерами. Вот такое я тоже могу предположить. Вы, как и мужчины, так и женщины, вы притягательны, мои дорогие рыбы и рыбки, для общения. Почему? Вы умеете чувствовать партнера. Может быть, кто-то из людей, с кем у вас была дружба, может быть, и более тесные контакты, где-то себе воспринял вот именно вот эту вашу лояльность, где-то сентиментальность, вашу чувственность, или может воспринять как что-то более значимое, или дорисовать себе какого-то продолжения. И потом вам будет объявлено, что ну все, мы это продолжаем, а вы-то этот выбор еще не успели делать, вы даже не успели об этом задуматься. Вот, кстати, я могу такую историю допустить, и вы можете поставить что-то на паузу и думать, елки-палки, я еще сам не подумал ни о чем, а тут уже за меня что-то додумали. Но определенно выбор будет. Но общение, понимаете, вот эта карта харизматичного лидера, когда к вам, вы словно к себе притягиваете взгляды, вы к себе притягиваете людей в 2025 году. Будет ли новое знакомство? Кто-то, все как вы захотите. Откроете вот вы вот эту витрину, да, ну так условно, аллегорически говоря, какой вы выбор сделаете? Все же карта отшельника – это свой духовный путь.
Это то, что вы поставили на первый план, как жизненные ваши достижения. Может быть, у кого-то вопросы. Кстати, по этой карте, когда вы можете уйти с головой в изучение психологии, вы можете уйти с головой в изучение даже того, что иррационально. Может быть, у кого-то это будет связано даже с эзотерика, психология и что-то иррациональное, новые технологии. И кто-то будет из вас работать сам на себя или осваивать такую профессию. И основная, или основной посыл будет: я хочу работать из любой точки мира, потому что я хочу больше видеть мир, больше праздников, больше знакомств, больше контактов. Вот какие-то такие энергии внутри вас самих вас будут побуждать расширить собственные горизонты в первую очередь. И для отшельника, да, он идет один. Но ему никто не мешает. И очень продуктивный период времени, жизни для самоутверждения и где-то самовыражения. Но это самоутверждение, когда мы никому ничего не доказываем, как ни странно. Отшельнику скромность украшает. Ну вот как-то так. Но он идет своим путем. Прекрасно будет у вас работать интуиция, поэтому если стоит вопрос выбора или на каком-то этапе, может быть, 2025 года, тут у вас могут выборы вот эти меняться. Может быть, этот выбор будет не единожды, а как минимум дважды, мои дорогие. И тогда один выбор вы можете сделать в одном каком-то формате ключе, а второй как-то иначе. Подсказки интуиции – это, совершенно железно. Интуиция вам, шестое чувство вас не будет подводить даже в тех ситуациях, которые не совсем понятны. Но может кто-то выбрать именно свою работу, самого себя, и пойдет дальше и добьется больших высот. Но и контакты вы какие-то тоже сохраните, потому что, повторюсь, ваше внимание, оно будет в своем направлении, а взгляды людей могут быть прикованы словно к вам. Правда, тут какая-то может быть ваша популярность. Что вам может помешать? Не то направление выберите, мои дорогие, конкретно. Это рыцарь воздуха, рыцарь мечей. И именно здесь мы можем что-то, как мотивацию свою изменить. Или мы, допустим, занимались чем-то одним, изучали даже одни какие-то науки. В течение 2025 года вы поймете, что вам интересна совершенно другая область. И вам, может быть, придется или много учиться, или много работать, или учиться и работать. Потому что вам захочется переключиться на что-то другое. И если мы говорим про личную жизнь и что может помешать: ваша занятость, загруженность. Хотя точно так же может помешать вот такая четверка воды, когда мы уставились в одном направлении, в уже известном, проигранном, и не видим какие-то возможности. Может также помешать некоторый холод в отношениях, когда вам, может быть, захочется в какой-то период времени уединиться. И не случайно выпадал отшельник, правда, все-таки он идет один. И можно или есть риск застрять вот в этом состоянии. Я бы сказала, два состояния. Когда мы смотрим не в том направлении, или где-то мы не можем никак с чем-то определиться или что-то начать. Или к имеющимся каким-то вашим планам, может быть творческим, может быть рабочим, добавить какой-то, как новой траектории. Все-таки я вижу, что я не утверждаю, что это все, но для многих из вас, правда, будет интересовать что-то совершенно новое. С чем хочется разобраться. Или то, что хочется попробовать, или то, что хочется изучить. И значит, это будет где-то ваша занятость. И стало быть, на личную жизнь попросту может не остаться времени. Давайте же какие сюрпризы узнаем. Вот вы знаете, вы все равно добьетесь каких-то высот. Для вас будет очень знаковый 2025 год. Тут самое главное не дать себя уговорить на какое-то кривое направление. Или не зависеть от чужого мнения. И не случайно все карты нам об этом. И посмотрите, праздник после победы вам выпадает. А вверху прекрасная карта самодостаточности, денег, реализации собственных планов и мечты. Поэтому какие-то счастливые и метаморфозы, и неслучайные случайности. Будут и какие-то победы. И будут и праздники после победы тоже. Первая карта праздника завершает колоду Таро, по крайней мере, расклад Таро.
праздник после победы. Давайте мы откроем оракул. Что важно знать? Знаки судьбы, мои дорогие. Вот интересно. Может быть, вот такая переориентация с личной жизни на личные достижения у кого-то из вас будет проходить именно потому, что вы разочаруетесь в каком-то человеке или в каких-то партнерских отношениях. И, знаете, нам ведь карта не говорит, кстати, про любовь, а она говорит, в принципе, про отношения. И это карта обмана. Двое в масках. Так вот, в твоей ситуации кто-то один одевает маску или носит маску. Это можете быть вы сами. Вот что важно знать. Это вы можете вот так уединиться, или вам захочется, как тому отшельнику, чтобы меня меньше дергали. И вы вынуждены. Мы ведь все разные, и меня смотрят люди из разных стран. Может быть, мои дорогие рыбы и рыбки, обстановка вокруг вас именно такова, она вас заставляет быть великим манипулятором или в целях самосохранения носить эту маску. Тогда, значит, вы вынуждены будете эту маску на себя время от времени примерять. Может быть, для того, чтобы ваш план осуществился. Много людей вокруг. И мы тоже сказали, к вам приковано внимание, много контактов. Но вы не хотите довериться, может быть, раньше времени. Или вы уже понимаете, удача и счастье любят тишину. И поэтому и вы где-то будете скрывать. Но это в позиции, что важно знать. Каким-то образом вам это действительно будет помогать. Примите это во внимание. Карта страсти. Позвольте вашему сердцу и душе петь от радости. Поэтому, если соединить все то, что я говорила до этого, мои дорогие, вы не будете один или одна, вы не будете страдать от одиночества, вы не будете страдать от недостатка внимания к вашей персоне, если вы сами, конечно, себя, ну, как словно, иными словами, как монастырь какой-то себе такой невидимый создадите, потому что отшельник выпадал, и могут быть такие энергии, когда уединиться просто-напросто или необходимо, или хочется. Но есть и тот контакт, который будет способствовать вашему вдохновению, вашему приятному времяпрепровождению. Может быть, будет и тот человек, с которым будет как раз чувственная любовь. Все же эта карта напрямую чувственности и любви. Это какие-то могут быть и страстные, мои дорогие, отношения. Такое тоже допускаю. Но эта карта говорит о том, что вы будете наполнены энергией любви, если вы сами не выберете, конечно, путь отшельника. По крайней мере, знакомства, контакты у вас будут. Что же нам об энергиях дома говорят? В первую очередь, любите себя сами. Самоуважение делает вас более романтичным и привлекательным. Вот теперь я понимаю, почему у вас выпала самореализация и праздник после победы. Мне нечего добавить. Кто-то может, кстати, работать на дому, и тогда эта карта будет подтверждать. А для кого-то из вас это ваша семья, ваши домочадцы или любимый человек будет вас вторично уважать за то, что вы умеете делать что-то хорошо. Или то, что вы разносторонний человек. Или вот то, что может вам с одной стороны как помешать, да, как вот помешать, когда вы не решитесь добавить какой-то новый, условно, либо изучение, либо какой-то вторичный ваш интерес, может быть, по части дохода, или это как через занятость к вам приходит. Но даже вы, если будете одновременно двигаться в двух направлениях, или именно по части самодостаточности, самовыражения, саморазвития, то тогда у вашего партнера больше уважения к вам. Ну вот как-то так. Ну, может быть, и есть какая-то маска, которую вам действительно придется время от времени одевать, потому что вот подобные карты, они говорят о состоявшемся человеке. А у любого состоявшегося человека первый вопрос – самозащита. Поэтому я думаю, что маски приготовить стоит. Давайте узнаем энергия денег и ваших достижений. Нам карта говорит о медовом месяце конкретно. С радостью наслаждайтесь временем, проведенным вместе на отдыхе. Можно это отнести к энергии любви, когда я сказала карта страсти, что действительно романтика, чувственность наполняют вас самих.
Ну, где-то раскрашивают ваши серые будни. И я не говорю об отношениях обязательно в паре. Может быть, это какие-то новые знакомства, новые люди. Все зависит от того, захотите вы их или нет. И здесь мы разные. Но, может быть, это те знакомства, которые вас вдохновляют. Вы будете вместе путешествовать. Вы будете вместе чем-то восхищаться, восторгаться, какие-то, может быть, и планы строить. Но эта карта, она не будет говорить о том, что обязательно какая-то свадьба произойдет, да, если мы, ну, в нашем понимании, что такое медовый месяц. Хотя я этого и не отрицаю. Но больше я вижу те энергии, которые будут, ну, возможно, даже через физиологию на вас влиять. И это тоже серьезная где-то составляющая нашей жизни, которую мы не можем упустить. Потому что в нашей жизни все должно быть сбалансировано. И, мои дорогие рыбы и рыбки, у вас получится этот баланс держать. Жизнь в течение 2025 года определенно вам будет дарить какие-то знакомства, новые контакты, как и приятные, как и чувственные. И это все в целом вас и обогащает, и вдохновляет, и позволит провести какие-то, может быть, даже путешествия очень интересные, интересные поездки, расширить свой кругозор. Это вообще море возможностей практически на пороге у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, в 2025 год. Это как раскрытие вашей личности совершенно по-новому. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.